Всем привет, и это 85-я серия пиратского самозамеса, и это точно не самозамес лайт. Сегодня будет воистину сложный рецепт из 10 аром. Для самых извращенных мешальщиков этакий самозамес хард. Пока что можно вспомнить лайтовый рецепт из прошлой серии. Там было всего 2 аромки, и я его не мешал. Кола и мармеладные мишки. Пишите, если кто пробовал, что получилось у вас. Но пока можно вернуться к самозамесу хард. Рецепты аромки для него мне прислал магазин cloudbar.org. За это им огромное спасибо. Все 10 аром будут в наличии по ссылке в описании. Блин, 10 аром. У нас вообще были рецепты из 10 аром? Из 9 вроде точно были. Но ладно, теперь будет и из 10. Тем более кто-то постоянно просит посложнее. Вот вам посложнее. Сегодняшний микс будет похож на очень популярную на текущий день жижку под названием Jam Monster. Вообще в линейке, насколько я знаю, 2 варианта. Это клубника и черника. Конечно же, у нас будет клубника. В общем, сегодня мы замешаем клубничный Jam Monster из 10 аром. И все, кто просил Crazy вафли, они, думаю, поймут, о чем я. Тут будут вафли. В общем, этот микс вам зайдет. Итак, не будем затягивать. Как я и сказал, будет сложно. Понадобятся аромки и ТПА, и капелла. Ну, можно поменять. Буду рассказывать, что на что. Но, конечно же, в рецепте как ниже будет вкуснее. Итак, нам понадобится сделать максимально клубничную основу, прямо супер клубничную. Для этого мы используем сразу 3 клубничных ароматизатора. Капелловский Sweet Strawberry 3% 27 капель 0,9 мл, обычный Strawberry от ТПА 3% 27 капель 0,9 мл и Strawberry Ripe 2% 18 капель 0,6 мл тоже от ТПА. Конечно же, если у вас нет 3 клубник, вы можете использовать 2 или одну из них. То есть, например, сделать 9% Strawberry Ripe и все. Или 8% Sweet Strawberry. Или миксануть обычную строубери с строубери райп, где-то по 5%. В общем, вы должны создать основной клубничный вкус, и самым широким клубничным вкусом будет микс из 3 аром, указанных на экране. Просто максимум клубничности. Следом добавим интересное послевкусие выпечки. Не как всегда чизкейк, грэм-краст и так далее, а сделаем его с помощью бельгийских вафель. Вафли Бельгиан 2%, 18 капель 0,6 мл. Конечно, вы можете использовать чизкейк, грэм-краст, но тогда у вас выйдет еще один юникорн, поэтому ищите вафли. Ну и хреначим туда всякого рода крема. Капелла Кейк Баттер 2%, 18 капель 0,6 мл. Свит Крим 1%, 9 капель 0,3 мл. Их, в общем-то, можно заменить другим кремом, который у вас есть. Например, Шипет крем, он же whipped cream, или баварским, но Sweet Cream лучше оставить, он даст приятную сладость. Ну и дальше уже создаем премиальное такое послевкусие с помощью Капелла French Vanilla 1%, 9 капель на 3 мл. Вместо нее можно капнуть, в принципе, любую другую ваниль, это прям совсем фон. Маршмеллоу 1%, 9 капель 0,3 мл, Brown Sugar 1%, 9 капель 0,3 мл. И последним, чтобы усилить и стабилизировать вкус вафель, добавляем модификатор ацетилпиразин 1%, 9 капель 0,3 мл. Вместо маршмеллоу можно использовать любой подсластитель, а ацетилпиразин не добавлять, если у вас его нет. Но, как и сказал ранее, чтобы получилось прям вообще гуд, лучше следовать рецепту выше. Базу вы можете использовать какая нравится, так как бы много не казалось, но тут всего 17% ароматизатора. Я залил Happy Vapor'ом. Настаивать его желательно пару недель, но я попробую, что у меня вышло сразу. Самому очень интересно. Блин, вот это клубничный топач. Реально хорошо даже сразу после смешивания. Мне кажется, количество бельгийских вафель можно увеличить раз так 2, но, возможно, он просто еще не настоялся. По вкусу напоминает мою любимую жижку, которая называется Just Jam. В общем, даже сейчас получилось очень круто. Любите клубнику так же, как я? Мешайте, реально must have. На этом все, скоро будут новые рецепты, обзоры и все дела. Ну и кто придет в пятницу в Vape.ru, можем увидеться там. Там будет проходить 3-я игра The Ring Vape Show. Конечно, если выздоровлю до завтра, но скорее всего буду там. Если еще не подписался, нажимай кнопку подписаться и колокольчик рядом с ней, чтобы не пропустить новые видосы, обзоры и розыгрыши ништяков. Не забудь поставить лайк этому видео и пиши коммент, из какого максимального количества аромок был твой самый сложный самозамес. И, конечно же, не забывай про Инстаграм с рецептами. Там появляются миксы не только из видосов. Ссыль все так же ждет в описании. Там же есть ссылка и на ВКонтакте. Спасибо, что досмотрел до конца. Приятного и пока. Здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи.